У Алексея было все. Как там полагалось, построить дом, родить сына, посадить дерево. Все по программе. Большой красивый дом. Сын учится в престижной школе. Посажено не одно дерево. Красавица жена Алина. Но ничего из этого не приносило ему удовлетворения. Его мама и младший брат жили в том же городе, но они практически не общались. Алине не очень нравились его родственники. И со временем так случилось, что они перестали приходить к ним в гости. Алексей чувствовал, как неудовлетворение разъедает его изнутри, словно медленно тлеющий уголек. Все его достижения, некогда источник гордости, теперь казались пустыми, как ореховая скорлупа. Даже собственный дом, который должен был быть его крепостью и пристанищем, стал тюрьмой, тяжелым грузом на его плечах. Алина, когда-то воплощение его любви и восхищения, превратилась в чужую, холодную и недоступную. Ее красота, некогда очаровавшая его, теперь казалась ему напускной. Она проводила все свое время в салонах красоты, зациклившись на своей внешности, в то время как его собственные потребности оставались без внимания. Отсутствие связи с семьей было еще одной незаживающей раной на сердце Алексея. Его мать, когда-то близкая и любимая, теперь жила в забвении. Младший брат, некогда его лучший друг, отдалился и предпочитал проводить время с сомнительными приятелями. Алексей чувствовал себя одиноким и потерянным среди толпы знакомых лиц. Он бродил по комнатам своего роскошного дома как чужой. Комнаты, которые когда-то были наполнены смехом и радостью, теперь казались холодными и безжизненными. Книги, которые он когда-то любил читать, теперь покрывались пылью на полках. Он с тоской вспоминал о тех временах, когда он погружался в миры, созданные другими. Теперь же его собственный мир казался таким бессмысленным. Работа тоже перестала приносить ему удовлетворение. Его бизнес, некогда процветающий, теперь зашел в тупик. Клиенты жаловались на отсутствие внимания, а сотрудники были недовольны низкой зарплатой. Алексей чувствовал, что теряет всякую мотивацию. Тяжесть в его душе росла с каждым днем. Он потерял веру в себя, в свои способности и в саму жизнь. Все, во что он когда-то верил, рушилось прямо на его глазах. По ночам его мучили кошмары, а днем он ходил словно зомби, без цели и направления. Однажды вечером, когда он сидел в одиночестве в своем кабинете, к нему пришла ужасная мысль. Он больше не хотел жить. Он больше не мог выносить эту пустоту и безнадежность. Он подошел к столу и взял в руки пистолет. Он поднес холодную сталь к виску и закрыл глаза. Внезапно его дверь открылась, и в кабинет вошла Алина. Она увидела пистолет в его руке и, вскрикнув от ужаса, бросилась к нему и выбила оружие из его безвольных пальцев. Алексей рухнул на пол в слезах. Он только сейчас осознал, какой грех мог совершить. Алина крепко обняла его и прошептала, что очень любит его. Они вместе постараются все исправить и найдут способ быть счастливыми. В тот вечер Алексей понял, что не все потеряно, что даже в самые темные времена есть надежда, и жизнь стоит того, чтобы за нее бороться. Он прижал Алину к себе и поклялся, что больше никогда не будет доводить себя до такого отчаяния. Вместе они начали путь к исцелению. Он наладил отношения со своей семьей и нашел новую цель в жизни. Продал свой бизнес и открыл небольшой магазинчик,
который приносил скромный, но честный доход. Дом вновь стал его убежищем, наполненным любовью, смехом и теплотой. Он и Алина завели еще одного ребенка, девочку, которая стала радостью и смыслом их жизни. Мать Алексея и его брат переехали в дом рядом с ним, который он купил для них, и они вместе проводили много времени, восстанавливая утраченные связи. Алина поменяла свое отношение к свекрови. Она осознала, что это женщина, подарившая ей любимого мужа. Она родной человек, бабушка ее детей. Ведь она не могла этого поменять. И, обижая свекровь, она причиняла боль своим родным. Она старалась дарить свекрови любовь и тепло в благодарность за него. Как бы там ни было, какие бы ситуации ни возникали, она помнила, что свекровь – человек родной, и все, что она любила в муже, возникло не от природы. Многие годы, час за часом, эта женщина вложила не только тепло своего сердца, но и силы, здоровье. И она старалась не забывать об этом, ведь протянуть руку важнее, чем доказать свою важность. Эти изменения радовали Алексея. Он понял, что счастье не в материальном богатстве или в социальном статусе, а в простых вещах – любви, семье, в добрых отношениях. Он научился ценить то, что имеет, и смотреть в будущее с надеждой. И хотя его жизнь больше никогда не была такой, как раньше, он нашел новый путь, который принес ему настоящее удовлетворение и радость.